Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. В прошлом видео были вот эти украшения, которые я купила в большом мешке. Все были украшения разобраны по мешочкам. Украшений оказалось много. За один ролик я не стала снимать именно все свои находки. Сегодня вторая часть и разбор тех украшений, которые купила в один, так сказать, большой заход, большой улов у меня получился, и будем разбирать. Да, кто не посмотрел прошлое видео, посмотрите, находки интересные, вот то, что было в прошлом, вернее, видео, в прошлом разборе. Довольная осталась я этими украшениями. В общем, кто не посмотрел, посмотрите, останетесь довольными. Ну, а мы продолжаем разбор тех украшений, которые в мешочках были. В общем, один мешочек стоил $1. И в этом, причем эти мешочки, они были разного размера, разное количество украшений было в этих мешочках. Не знаю, по какому принципу их раскладывали. Но, в общем, я купила и довольна. Давайте будем разбирать. Так, следующее. Что-то здесь вот такое, прям скромненькое. Сейчас. Что это? А это брошечки. И вы посмотрите, странно, да? Я думаю, что это брошечки на лацканы. Они старинные, старый вот крючочек, да, замок-крючок. Маркировку поищу. Минуточку терпения. Так, маркировки не вижу с первого взгляда. Но, мои дорогие глазастые зрители, кто возможно, маркировочку заметят, обязательно напишите, я вам буду благодарна за это. Часто бывает, что я рассматриваю новые украшения, которые просто вот купила в мешке, или разбор каких-то находок, сразу не сориентируешься и, конечно, с первого хода, с первого взгляда не рассмотришь. Но вот на эти брошечки для лацканов рубашки смотрю, и вы знаете, потерь обнаружила только одну, вот эту вот. Думаю, вот тут вот не хватает кристаллика, а все остальное просто великолепно, замечательно. Посмотрите, какая прелесть. Так, ну мелковато, да, что-то будет маловато. Идем дальше. Следующий маленький мешочек. Кстати, вот этот мешок я рассмотрела, что это похоже на Germany. Ну, в общем, давайте будем при близком рассмотрении определяться, что это и кто это. Мне показалось, это что-то интересное. И как их сюда засунули, лишь бы ничего не сломать. Минуточку. Да. Ох, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть. И это вот такие клипсы. Просто изумительные. Думаю, что клипсы эти относятся к 50-м годам, 60-м. Здесь стеклянная вставочка. Ну, вот такой дизайн встречается мне впервые. Сложный, да, дизайн. Чтобы клипсы были, вернее, серьги были наборные или наборные, это не новость, да, но чтобы вот так это все было собрано, посмотрите, они многоярусные. Сережа пришел, да, что? Я поняла, почему он приходит, когда я говорю серьги, он думает, что это я его зову. Нет, мой дорогой, я рассказываю про украшения. Ну ладно, Сережа, пусть будет про тебя я рассказываю, да. Серый. Ты любишь украшения? Пришел, да? Пришел послушать украшения. Ты мой золотой. Зайчик мой. Не хочет, он пришел слушать. Встречается впервые на моем, скажем, пути вот такая сложная конструкция. Так, Сереж, ну если ты будешь мешать, внимание требует. Похоже на Germany. Вот основа, да? Маркировки нет. Вот такая тонкая работа. Вы знаете, вполне даже одна эта серьга тянет на интересную брошь. Ну, очень красивые бусины. Хочется поближе рассмотреть. Кристаллики Аврора Бореалис с плотным покрытием. Стеклянная вот эта вставочка, бусины. И, что приятно, в отличном состоянии находятся эти клипсы.
прикреплено все тут вот проволочкой, аккуратненько. В общем, великолепная находка. Как вы считаете, мне это просто поднимает настроение. Это мне дает вообще такое вдохновение к дальнейшим поискам сокровищ. Сереж там никак не успокоится. Он или на улицу меня зовет. Выгуливаю я его. Ой, ну какая прелесть. Хочется любоваться, а надо идти все-таки дальше. Такие великолепные просто находки. Так, мы идем дальше. Здесь еще немало. Думаю, не на 3 видео можно это все растянуть. Не растянуть, а как бы уместить, потому что хочется каждое украшение разобрать, посмотреть подробно. А торопиться не хочется. Так, вот что-то уже отпало. Так, и это тоже винтажные клипсы. Знаете, я вот сразу мне в голову пришло, у меня есть... Сейчас, это клипсы на винтах. Да, серьги на винтах. Тоже одна из зрительниц мне написала, что это не серьги. Почему вы называете все серьги? На самом деле все украшения для ушей, а вот как они открываются, это серьги, только разные способы крепления к ушкам. И отличается, вот в названии есть клипсы, пусеты, есть английская застежка, замочек. И есть на винтах. Вот такая великолепная парочка. Ну, показывать буду на подложке, потому что рассеивание идет. Так, эти в стороночку. Так, и здесь я вижу маркировку, мои дорогие друзья. Так, вот эти уберу, чтобы не... с патентом. Патент и номер. Посмотрю обязательно. У меня есть похожая брошечка. Опять-таки, мои дорогие, сейчас в разборе я как бы в находках не буду искать, потому что я не знаю точно, где она находится, но в следующих видео обязательно покажу вам те сеты, которые сложились из украшений, которые я вам показывала вот именно с находок с гараж-сейла этого. Ну, очень красивые, в хорошем состоянии, очень нравится мне. Так, и те серьги, которые вот так выпали. Так, что здесь у нас выпало? Они тоже маркированные. Багетные кристаллы, очень красивые. Молочное стекло, бусины. Просто великолепно. Смотрю, все ли кристаллики на месте, все кристаллики целые. Так, и есть маркировка. Кора. Здесь вот, что это? Сход. Нет, это, по-моему, чем-то покрашено. Чем-то залито. Попробую помыть. Ну, в общем, вот такая чудесная вещица. Багетные кристаллы на месте. Молочные бусины тоже на месте. Великолепное состояние. Кора. Вот что еще нужно, да, для счастья? Нет, это вот даже не смущает, просто интересно. Почему так? То, что меняли, нет, не меняли. В общем, вот такая чудная находка. Одна из таких чудных находок